Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня мы будем говорить о бабушке Димаша, о том, как она, простая женщина из Актюбинска, как и миллионы других женщин разных стран, является хранительницей домашнего очага, живет и воспитывает своих детей и внуков, имеет повседневные заботы, поддерживает своего супруга, закрепляет и передает из поколения в поколение в своей большой семье определенные социальные установки и традиционные семейные ценности, связанные с менталитетом и культурой казахского народа. Одними из таких установок являются взгляды на социальную роль женщины в сегодняшнем обществе. Интересно то, что не только общество формирует и закрепляет социальный статус женщины в повседневности, но и сами женщины, одними из которых являются представительницы старшего поколения. Они, наши мамы и бабушки, основывают и развивают ценностные ориентации на поддержку женщины, матери, дочери, невесты, прежде всего в своих больших семьях, а затем уже ее высокого социального статуса и призвания в обществе. Эти женщины – простые труженицы, за плечами которых большой опыт семейной жизни и множество социальных ролей, закрепленных в семье, одна из которых – социальная функция бабушки, которая навсегда закрепилась еще с древних времен с появлением института семьи, и по сей день эта роль имеет огромное значение. Итак, начинаем наше видео о Миу Низамуддиновой, бабушке Димаша. Все, что мы будем говорить о Димаше и о бабушке Димаше, безусловно, имеет значение к нашим дорогим женщинам, представительницам старшего поколения, нашим родным, всегда заботливым, чутким, понимающим, добрым, любимым. Наше видео будет переведено на несколько языков. У вас будет возможность не только самим просмотреть это видео, но и поделиться им со своими друзьями. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ведь это будет стимулом к дальнейшему продвижению нашего канала «Мы в Сан-Франциско». Ставьте свои лайки, это поднимает нашу мотивацию к дальнейшей работе над нашим каналом, наши дорогие зрители. Итак, начинаем. Наши родители относятся к поколению послевоенных лет. Это поколение, которое испытывало послевоенные потрясения. Это были трудные времена, когда нужно было восстановить разрушенную страну после войны. В послевоенное время сильно менялись ментальные характеристики, взгляды и оценки на действительность. Наши родители были свидетелями, когда в космос был запущен первый искусственный спутник, когда именно этому поколению обещали, что они будут жить при коммунизме, что светлое будущее наступит к 80-м годам прошлого века. Поколение наших родителей пережили трудности 90-х годов и смогли нас, тогда еще совсем молодых 20-летних, вести в правильном жизненном направлении в эпоху разрухи, разгула, алкоголизма и наркомании, когда люди теряли деньги, работу, свое место в общественной иерархии. Поколения наших родителей были свидетелями замены старых ценностей другими, новыми. Все это было. Семья, как социальный институт, столкнулась со многими проблемами того времени, но все же во многом сохранила традиционные черты и ценности. Семья Кудайбергена Айтбаева и Миу Низамуддиновой ничем не отличалась от других семей. Рождение и воспитание детей, забота, любовь, взаимопонимание. Они шли уверенным шагом по жизни, преодолевая трудности. К их небольшой семье прибавлялись семьи их детей, и семья Низамуддиновых-Айтбаевых расширялась. Появилась молодая невестка, которая, безусловно, соблюдала все семейные традиционные устои. Никогда Миа-апа не создавала препятствий для развития и становления дочерей, невестки в профессиональной сфере. Как смогли, семья старшего поколения поддержала молодую семью Каната и Светланы. А когда пришла пора стать бабушкой и дедушкой, по старой доброй казахской традиции забрали самого старшего внука Динмухамеда к себе. Так в семье прародителей воспитывался маленький Димаш, беря все самое лучшее от своих бабушки и дедушки. Миу Низамуддинова, бабушка Димаша, сыграла в жизни внука огромную роль. Ее Димаш называет мамой. Ради будущего Димаша его родители переехали из провинциального города Эмба в Актобе, а 47-летняя бабушка бросила ради воспитания старшего внука работу учителя. Миу Низамуддинова рассказала, что Димаш рос в их семье с пеленок. Димаш бесконечно любит свою первую маму, старается при любом удобном случае навестить ее. Бабушка настолько привязана к Димашу, своему внуку,
Она говорит: «Я до сих пор не могу уснуть без Димаша». Видя огромный интерес ребенка к музыке, бабушка Мио с 5 лет водила внука в музыкальную студию, где педагоги сразу отметили его идеальный слух. В этом же возрасте Димаш исполнил свою первую песню перед публикой. Каждый год в Международный день матери Димаш обязательно поздравляет свою маму Мио. Однажды он написал в своем инстаграме: «Я очень скучаю по своей маме. Кажется, что в Актубе сейчас тепло и мама в саду. В детстве я отпрашивался играть в футбол с друзьями. Сначала у папы, а потом у бабушки. И она меня звала домой со словами: готовься к урокам». Раньше мама преподавала, была одним из самых трудолюбивых учителей. Несколько раз награждала знаками отличия. Затем родился я. Если писать обо всем, что сделала для нас мама, не хватит одного поста. Нужно будет писать целую книгу. Для меня моя мама самая лучшая, самая красивая. Вспоминается знаменитый роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая», в котором автор показывает взаимоотношения бабушки и главного героя этого романа – Абая Кунанбаева. Роман Мухтар Ауэзов начинает с трогательной сцены, когда еще совсем молодой Абай приезжает домой после учебы в медресе. Он видит свою бабушку Зире, которая, опираясь на палку, уже ворчала на своего внука. «Негодный, не прибежал ко мне сразу, к отцу пошел, негодный», – бормотала она. Но едва внук оказался в ее объятиях, упреки сменились самыми нежными, самыми ласковыми словами. «Светик мой, ягненочек маленький Абай, сердечко мое», — говорила бабушка Зире, и прозрачные крупные слезы навернулись на ее глаза. Почему мы вспомнили это произведение? Потому что статус казахской женщины как несколько веков тому назад, так и в современном обществе имеет особое значение. К женщине казашки всегда относились уважительно. Этот факт смог передать автор произведения Мухтар Ауэзов через все свое творчество, а в частности через произведение «Путь Абая». Автор также показал нам, как в казахских семьях именно матери и бабушки, кроме социальных ценностей, закладывают фундамент лучших душевных качеств детей. Благодаря бабушкам дети знают устное народное творчество. Например, у Абая Кунанбаева мудрая бабушка Зире была чудесной рассказчицей. Она говорила увлекательно, захватывающе, целиком овладевая вниманием слушателя. Вот что написано о ней. Внук заставлял бабушку рассказывать с утра до вечера, даже в пути. И когда он, наконец, выздоровел, старая Зире не прекращала своих рассказов. Она говорила и о том, свидетельницей чего была сама, и о том, что ей приходилось слышать. Помощь бабушек и дедушек молодой семье в уходе за детьми – часть отношений с детьми и внуками, подкрепление эмоциональной связи. Мы решили заглянуть в историю и посмотреть, какова роль бабушек в заботе за внуками. Исследования антропологов показали, бабушки были главными причинами появления института семьи и роста популяции людей. Вероятно, в какой-то момент продолжительность жизни женщин увеличилась свыше репродуктивного возраста.
Бабушки вместо ухода за собственными новорожденными малышами стали заботиться о внуках. Они присматривали за ними, обучали маленьких детей самостоятельно находить себе пищу, например, клубни растений. Такой курс выживания снимал часть заботы с матерей, поэтому те могли быстрее родить следующих детей и уделить им максимум внимания. В новое время забота бабушек увеличилась в разы. Прародители влияли на размеры семьи, бабушкина забота спасала жизни малышей и снижала детскую смертность. В советских семьях старшее поколение нередко оказывалось на подхвате. Простые бабушки были бесплатными няньками и домоправительницами, а образованные еще и домашними воспитателями, учителями внуков. В помощь семьям были ясли и сады, но они не могли заменить домашней любви и нежности. Регулярный труд по дому и воспитание внуков стали бессрочной карьерой советских бабушек. В постсоветские времена традиция продолжилась. Активный призыв бабушек наблюдался в конце 1990-х, начале 2000-х. На фоне экономических трудностей, полной занятости матерей, роста числа разводов и снижения государственной помощи в уходе за детьми. Среди тех, кто родился в 1990-х годах, в том числе и наш Димаш, треть детей выросла в семье со старшим поколением. Участие бабушек в воспитании внуков помогало семьям преодолевать трудность, бедность, жить лучше. В современном обществе бабушки разные. Есть те, которые так называемые эмансипированные бабушки, которые активно работают, путешествуют, ходят в театры, даже занимаются бизнесом, спортом, которые хотят жить собственной жизнью. В таких случаях большинство родителей прибегает к услугам нянь. Почему так происходит? Потому что бабушки и дедушки становятся прародителями слишком рано. Межстрановое сравнительное исследование показало, что дебют в Казахстане в качестве бабушек и дедушек приходится на 48 и 50 лет. В 50 лет казахстанские бабушки и дедушки еще активно работают. И если деньгами молодой семье помочь могут, то с воспитанием ребенка едва ли. В большинстве все же случаев наши бабушки и дедушки – это люди предпенсионного возраста. Они социально активны и стараются совмещать работу и уход за внуками. В семье Димаша дедушка и бабушка не просто воспитывают внуков. У них 9 внуков. А даже часть заботы они взяли на себя. Одного из внуков Димаша, как старшего внука, передали бабушке и дедушке, поэтому он называет бабушку мамой, а дедушку папой. Мио Апай пишет: «Димаш называет меня мамой, потому что после его рождения я забрала его к себе. Сама за ним присматривала, чтобы помочь Свете, чтобы у нее была возможность учиться в дневное время, чтобы она высыпалась по ночам. Мы все жили в одном доме. Димаш называет Свету тетя Света, а Каната – Агатай. Мы в то время были молодыми. Мне тогда было 47 лет. Димаш долгое время думал, что я его мама». Давайте рассмотрим, как поддерживаются функции бабушек и дедушек в государствах мира. Ведь таким образом поднимается роль семьи, ценности преемственности поколений, воспитания семьи, подчеркнута роль и статус бабушек и дедушек в обществе. Например, в Турции с 2017 года бабушкам платят государственную зарплату за воспитание внуков. Это дает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома. За заботу о внуках бабушки получают около $100 в месяц. Возможно, это небольшие деньги. Однако все же приятно то, что государство видит роль и статус бабушки в обществе и даже выделяет деньги из государственной казны на поддержку этого интересного проекта. Әлемнің жарығын сыйларың сен маған, жинарың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдиге барам өсірген жемісің, самал жасаяма жаным емішің.
Дедушка, папа Кудайберген, находится всегда рядом с Димашем. И многие отмечают, что Димаш особенно похож на своего деда. Но не только внешнюю схожесть взял Димаш от деда. Его дед образованный человек, хорошо разбирается как в технике, так и в музыке. Он обучал внука быть трудолюбивым и добиваться своей цели. Дедушка Кудайберген сам научился играть на домбре. Своими усилиями он стал великолепным домбристом и привил внуку любовь к этому национальному инструменту, обучив его виртуозной игре на домбре. Лицо дедушки Димаша излучает любовь и доброту. На всех семейных праздниках отец и дедушка играют на домбре, и все поют песни композитора Шамши Калдаякова. Песни Шамши Калдаякова очень мелодичны. Эти песни на праздниках поет и Димаш. В этом совместном пении не только созвучие различных голосов большой семьи Айтбаевых, но и сохранение семейных ценностей, взаимодействия многопоколенной семьи. Дети в таких семьях вырастают интеллигентными, культурными, талантливыми. Они чувствуют заботу и любовь своих родителей, бабушек, дедушек. Поэтому Димаш Кудайберген подчеркивает нам в Инстаграме: семья важна. Позвоните своим родителям, бабушкам и дедушкам и просто скажите, что вы их любите. Бабушка Димаша сильная духом женщина. Она всю жизнь прожила в заботах о детях и внуках. Как настоящая женщина, она всегда поддерживает своего мужа, прекрасно взаимодействует со своей невесткой. Бабушка и дедушка Димаша знают, как нелегко в наше время работать и в то же время растить и воспитывать детей. Поэтому их с дедушкой помощь по воспитанию внуков – это возможность поддержать молодые семьи и детей. Мудрая женщина, бабушка Димаша, поддержала песенное мастерство мамы Димаша во время учебы и во время становления карьеры. Бабушка поддержала талант своей невесты, не обременив ее бытовыми буднями. Этим самым она высоко подняла статус матери, статус невесты в семье, которая имеет 3 детей и прекрасную карьеру певицы, успешно выступающей на сцене. Кроме того, она является заслуженным деятелем культуры Казахстана и депутатом областного маслихата. Очень приятно видеть, что музыкальные таланты детей и внуков в большой семье Низамудиновых Айтбаевых развиваются благодаря бабушке и дедушке Димаша. Семья Димаша – образец высокой культуры взаимоотношений нескольких поколений в большой семье. Бабушка Димаша демонстрирует нам свое отношение к женщине в семье, в обществе. Она за равенство между женщиной и мужчиной. Дорогие друзья, мы с большим интересом читаем все ваши комментарии. Нам бы хотелось узнать ваше мнение о роли бабушек в современном обществе. Было бы замечательно, если бы вы написали о своих бабушках. Мы ждем ваших комментариев. На этом завершаем наше видео. Подписывайтесь, ставьте свои лайки. До свидания. До следующих встреч. Ат жастан қаламала сізге ерген жүзім бар өтіртінші айдай көрген есіме сен түскенде бел қарағым қозғайсың қатып қалған ай іштің дерді қозғайсың қатып қалған ай іштің дерді
қалғанына ағайын суретіп көріңіздер қане қайтейін өтіңнің ай жалғанына жалғанына